Всем привет, я Евгеньевич, вы зрители канала Red Army Airsoft, а это настоящие, полезные и, я надеюсь, интересные новости страйкбола. Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rules. Из этого выпуска вы узнаете, как заработать $10 000 за один выстрел, сколько километров может проехать страйкбольный робот-танк и как заставить стрелять ваш привод радугой. Хрен с ним, с танком и радугой, но как заработать $10 000 за один выстрел? Итак, в этом году итальянец Нико Сокоччи попал в книгу рекордов Гиннесса за самый дальний выстрел в мишень из страйкбольного привода. Думаете, что это расстояние было больше 100 метров? Нет, это всего 81 метр. По итальянским законам максимально разрешенная дульная энергия для страйкбольных реплик 1 джоуль. И, судя по описанию условий в комментариях к рекорду, Нико стрелял из привода с дульной энергией 0,95 джоулей 0,2 шарами в мишень 60 на 60 сантиметров. Согласитесь, учитывая эти условия, 81 метр уже не кажется каким-то простым расстоянием. Хотя, с другой стороны, я не понимаю, что мешает участнику из России с нашими ограничениями в 3 джоуля стрельнуть 0,50 шарами на большую дистанцию и зарегистрировать новый рекорд. Я думаю, мысль вы поняли, но как тут заработать $10 000? Дело в том, что Нико стрелял из привода марки G&G, хотя и с доработанной внутрянкой. А G&G, желая как следует прорекламироваться на этом событии, запустили акцию, в рамках которой они готовы заплатить $10 000 за новый рекорд в книге рекордов Гиннесса с приводом от G&G. Полные условия акции от G&G я оставил по ссылке в описании на случай, если вы вдруг захотите поучаствовать. И мне почему-то кажется, что вы захотите. А еще G&G начали отдельно продавать дропсток адаптер от их привода для спидсофта SSG-1, на который я делал обзор. Этот адаптер позволяет не только понизить положение приклада, чтобы было удобнее целиться в маске, но и сделать приклад под углом. Поставить этот адаптер можно на любую М-ку со стандартным хвостовиком. Адаптер выполнен из нейлона с остальными креплениями. До магазинов эти адаптеры пока не доехали, поэтому ценника я, к сожалению, не знаю. Производитель снаряжения для спидсофта Imbalance Gear наконец сделали быстрые подсумки для ПП и пистолетов. Есть версии на 1 и 3 магазина, называются подсумки Flash Mag SMG. Эти подсумки можно устанавливать не только на молли платформы, но и в качестве внутренних подсумков между поясом Flash Belt и внешними флеш-панелями. Такой способ установки нужен для двух целей: если вы хотите сэкономить молли ячейки и если вы хотите более обтекаемый силуэт, что важно для спортивных направлений. В скором времени эти подсумки должны появиться у официальных дистрибьюторов магазина airsoftstore.ru и airsoftrus.ru. В последнем видео я рассказывал про страйкбольный гранатомет AT4 от StrikeArt, и в процессе рассказа истории создания этого гранатомета были упомянуты Panzerfaust времен Второй мировой войны и гранатомет Carl Gustaf. Я не знаю, как это работает, но в этот раз сразу два анонса. Это страйкбольный Panzerfaust и еще одна версия Carl Gustaf M3. Почему еще одна? Ну, потому что я уже рассказывал о версии от VFC. Так вот, в этот раз это PAF Airsoft. Если присмотреться, то от VFC новинка в деталях отличается. Так что подозрение, что это одно и то же, оставлю при себе. Carl Gustaf M3 от PAF рассчитан для стрельбы россыпью шаров и внезапно для стрельбы выстрелами так. Для этого есть два разных типа муляжа снаряда, которые вы можете выбрать при покупке. Если честно, я первый раз вижу, чтобы иностранный производитель сразу делал продукт под выстрелы так. Первая супер лимитированная партия гранатометов всего из 10 штук была моментально распродана. Сейчас собирается новый предзаказ к декабрю. На наши деньги ценник гранатомета примерно 82 000 рублей. Производителем страйкбольного Panzerfaust 100M является компания Aerodynamic. Это та компания, про которую говорили, что она из Японии, но на самом деле она из Гонконга. Вес новинки 2 килограмма, длина 110 сантиметров, материал трубы и прицельных алюминиевый сплав, муляж гранаты пластик. В качестве выстрелов используются стандартные 40-мм выстрелы для страйкбольных подствольников, которые устанавливаются в имитацию снаряда. Соответственно, можно использовать выстрелы от StrikeArt и Tagin этого же форм-фактора, с гильзами и адаптерами. Ценник на наши деньги 30 000 рублей. Погоня за инновациями в разработке трассерных насадок довела Ace-Tech до модели, которая называется Bifrost Tracer Unit. Фишка этой насадки заключается в том, что она умеет светить радугой, что, разумеется, вызвало оживление в комментариях. Одни скандировали, что это для спидсофта, другие говорили, что каждый пулемет должен быть с такой насадкой, а третьи что-то говорили про пони. Вообще у новой насадки есть 3 режима. Bifrost Mode — это когда каждый выстрел засвечивается радужной линией.
RGB мод, когда выстрел засвечивается RGB линией и вспышкой. И мономод — это когда каждый выстрел подсвечивается разными цветами и вспышкой. Правда, все это всего на 30 см, а дальше шары стандартного зеленого цвета. Кроме этих режимов, остальные характеристики точно такие же, как у насадки Blaster. Рекомендованная цена 6200 рублей за штуку. Кстати, не так давно магазин airsoftsports.ru пополнил свои запасы насадками от Acetec. В наличии есть классические полноразмерные AT-1000, вставка в глушитель AT-2000R, с помощью которой вы можете превратить ваш антуражный супрессор в трассерку, насадки со встроенным хроном iTrasser и более современные компактные Lighter BT. И насадки с имитацией вспышки Blaster, которые помимо подсветки шара имитируют вспышку пламени. Ночью это выглядит очень круто. Еще к спортам приехало огромное количество различных активных наушников, гарнитур, кнопок PTT и креплений на шлем от Z-Tactical. Прямо сейчас это все продается со скидками, видимо, это какая-то прелюдия перед черными пятницами. Ссылку на весь каталог я оставил в описании. Для фанатов газовых карабинов и олдскульных сборок есть несколько реально хороших новостей от Angry Gun. Во-первых, они уже запустили в продажу ресиверы для Tokyo Marui МВС Colt 723-733 с лицензионными маркировками. Только верхний ресивер стоит $290, и $530 стоит комплект из верхнего и нижнего ресиверов. Для сборок М16А1, М653, М723, М727 и М733 на основе маруевских МВС появилась двухпозиционная милспек труба и тыльник ресивера EndPlate. А для МВС и газовых карабинов от GHK и VFC досылатель затвора Forward Assist. Еще для сборок для М723 и 733 на МВС появился целый фронтсет, состоящий из внешнего ствола с лицензионными маркировками, стальной мушки с антапкой и крышкой, пластикового цевья, дельта-кольца, газовой трубки и пламегасителя. Фанатам газовых пушек времен Вьетнама определенно очень повезло, осталось только найти кругленькую сумму на все это. Для владельцев АКМ от Tokyo Marui, которые наоборот хотят придать своей игрушке современный вид, компания Daytak выпустила в продажу адаптер на ствольную коробку и сам приклад SLR. Он сделан из алюминия марки 6061. Покрытие анодирования, вес всего 455 грамм. Ценник 6800 рублей, если на наши деньги. В страйкболе у многих организаторов сказано, что страйкбольный щит должен весить как минимум половину от веса оригинального щита, и обычно речь идет о 8 или 10 килограммах. Но благодаря коту из проекта Leaf появился вполне законный лайфхак. Дело в том, что он замутил и сертифицировал по классу защиты BR2 щит Эгида из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, весом всего 4 килограмма. И этот щит уже вовсю работает в ASN Grom, поэтому ни один организатор не сможет наказать вас, если вы будете бегать на его игре с таким щитом. Ссылка на щит есть в описании. Если вы владелец UMP-9 или UMP-45 от VFC, Humor-X, Classic Army или RS и хотели бы придать своей пушке более современный вид, то у Centurion Options появились M-Lock цевья. Цевье сделано из легкого и прочного алюминия марки 6061. Покрытие анодирования, вес всего 165 грамм. Выложить, правда, за это придется $96. А если вы владелец протюненного Chris Vector от Crytek и у вас проблемы с одиночкой из-за сильной пружины, то Perun Airsoft сделали электронику, которая не только решает эту проблему, но и открывает дополнительный функционал. Управление режимами огня, активный тормоз, предвзвод пружины, регулировка скорострельности, функции самодиагностики, защита аккумулятора и прочие современные фишки. При этом электроника может работать с аккумуляторами от 7 до 17 вольт. Продажи начнутся уже в этом году. Я уже чую, как вы пишете в комментариях: Евгенич, что ты нам зубы заговариваешь? Расскажи про танк. Окей. Мастерская Коэксид работает над страйкбольным танком. Ну, как танком? Танкеткой. Роботом-танкеткой. Называется ТШ-1Н. Танкетка штурмовая носимая. Почему один, не знаю. По задумке в транспортном положении она будет не больше рюкзака, и ее можно будет зафиксировать на спине с помощью подвеса. Вес, правда, 25 килограмм, и далеко ее не утащишь. Запас собственного хода 25 километров со скоростью 25 километров в час. Двигаться танкетка будет с помощью двух электроколес от электросамокатов, то есть почти бесшумно. Управляться все это будет оператором, который будет видеть, куда едет танкетка. Про дальность управления пока ничего не говорят. Стрелять танкетка сможет с помощью складной турели, в которой можно установить страйкбольный АК. Над возможностью поражения тоже подумали. На танкетке будет установлена сигнализация, которая будет срабатывать при попадании страйкбольного гранатомета.
Пока проект на стадии концепта и рендеров, и как можно догадаться, быстро такую штуку не сделать, так что будем ждать и следить за новостями. Лично для меня было открытие, что оказывается нозлы продаются не только для приводов, но и для лоудеров. PTS Syndicate сделали металлический нозл для лоудеров M12. Новинка сделана из нержавейки без использования уплотнительного кольца. Производитель говорит, что это дает плюс к надежности шароподачи. Ценник чуть меньше $4. На сайте гонконгского интернет-магазина Bang Bang Airsoft появился страйкбольный пистолет-пулемет SIG MPX линейки ProForce от SIG Air. Настоящий производитель, если вы вдруг не знали, это VFC. Но так как это продукт типа от самих SIG, то лицензионные маркировки и все дела прилагаются. Каких-то подробностей пока нет, поэтому что там внутри пока неизвестно. Но зато известно, что на наши деньги он будет стоить около 32 тысяч рублей. Продажи стартуют уже в этом месяце. Вы сейчас, наверное, обрадовались, что в этом выпуске никто не анонсировал какую-нибудь хайкапу или клона AAP-001. Но пока есть у ВЕ запал, этому не бывает. ВЕ анонсировали очередные гибриды хайкапы и AAP-001 в черной и серебристой расцветке, а еще длинный и короткий вариант. Страдайте! А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, потому что ваша активность помогает продвигать канал. Также я жду ваших уверенных пальцев вверх, потому что я старался. С вами был Евгеньевич. До скорого!